Приветствую вас на своем канале по изучению основ работы в Primavera P6. Сегодня видео будет для руководителей проекта. В этом видео я постараюсь рассказать, как руководителю проекта быстро найти необходимую для него информацию. После запуска P6 выбираем нужный проект. Нажав правую кнопку мыши, выбираем «Открыть проект». Далее смотрим, чтобы вверху, где фильтр, стоял параметр «Все операции». Иначе, возможно, чего-то не найдете. Если написано что-то другое, то заходим на иконку «Фильтр», снимаем галочки напротив выбранных фильтров и нажимаем «Применить». Возможно, у вас операции будут отображаться без группировки. Так тоже очень сложно найти необходимые нам данные. Для нормального отображения необходимо воспользоваться макетом. Нажимаем «Макет», «Открыть». В всплывшем окне «Сохранить изменения в текущем макете» нажимаем «Нет», выбираем Classic Schedule Layout. Для основных задач этого отображения достаточно. Возможно, у вас тоже будет лес из связей, которые будут мешать пониманию графика. Это отключается нажатием на кнопку «Линии зависимости». Если у вас показаны красные линии зависимости, это связываются операции, находящиеся на критическом пути. Для быстрого определения, где мы отстаем от базового плана или опережаем его, есть линия прогресса, красная жирная полоса. Если опережать базовый план, то она будет смотреть вправо, и если отставать от базового плана, то она будет смотреть влево. Включается и выключается кнопкой «Линия прогресса». Колонка «Общий резерв» показывает, сколько дней у нас есть запаса, прежде чем данная работа станет на критический путь. Если общий резерв отрицательный, то необходимо принимать уже какие-то меры по уменьшению отрицательного резерва. Продолжим про критические операции. Все операции, находящиеся на критическом пути, можно выбрать при помощи фильтров. Нажимаем «Фильтр», в разделе «По умолчанию» ставим галочку напротив «Критический». Нажимаем «Применить», и вот отображаются только операции, находящиеся на критическом пути. Уберем фильтра. Также здесь возможно воспользоваться поиском при помощи горячей клавиши Ctrl+F, если вы знаете название того, что ищете. Обращу внимание, что если вы нажимаете в колонке название операции и будете искать работу по идентификатору, то ничего не найдете. Необходимо обязательно нажать колонку, где это значение вы ищете. Далее, если вы хотите проследить путь влияющих или зависимых операций от какой-либо, можно воспользоваться двумя способами. Первый способ – нажать на кнопку диаграммы сети операций. Мы увидим технологическую последовательность операций. Также возможно воспользоваться следующим способом. Копируем идентификатор операции. Заходим в фильтры, нажимаем «Создать». В колонке параметров выбираем идентификатор операции. Равен скопируемому ранее идентификатору. Нажимаем «Применить». Как видим, у нас в окне отображается только одна работа. В нижнем окне есть вкладки «Предшественники» и «Последователи». Если нужны влияющие операции, выбираем «Предшественники» и далее кнопку «Перейти» и так далее. И у нас откроются только зависимые работы. Также вы можете добавить или удалить нужные или ненужные колонки. В окне с колонками нажимаем правой клавишей мыши, выбираем колонки и добавляете или удаляете то, что вам нужно. Вот, например, вы сейчас в правом окне диаграммы Ганта. Ничего не видите. Я ранее уже показывал это. Чтобы долго не двигать нижний ползунок, напротив нужной вам работы, просто дважды щелкайте левой кнопкой мыши, и теперь все появилось в диаграмме.
Чтобы посмотреть планируемые трудозатраты или объем ресурсов в каком-то дне, неделе, месяце, году, необходимо перейти на вкладку «Назначение ресурсов». В макете выбираем Assignment by Activity. Это наиболее подходящий вариант. Если нужны другие варианты, то пусть ваш планер создаст макет с нужными вам параметрами, и вы будете пользоваться им. Если хотите сами настроить макет, то посоветую вам посмотреть мое видео «Настройка Primavera P6». Здесь вы можете посмотреть плановые объемы ресурсов на ваши операции, а также плановое распределение помесячно. Думаю, данных знаний для руководителей будет достаточно. Если будут вопросы, то пишите их в комментариях. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!